Всем привет, с вами Андрей. Решил сделать короткое видео на тему. Многие подписчики спрашивают, я там мастерю, но не знаю, с чего начать, где продавать свои изделия. И я вот немножко решил рассказать, что изделия свои, кто сам мастерит, рисует, скульптуры делает, из дерева вырезает, можно продавать на разных платформах. eBay самая распространенная платформа. Можете представить, она уже с 95-го года работает, а я зарегистрирован с 2005 года там. Но опять же, eBay это такая специфическая платформа, не все продукты там хорошо продаются, скажем так. Надо смотреть, прежде чем продавать свои подделки, свой товар, который вы делаете, вы должны изучить рынок. Это, знаете, истина, которая пришла из веков. Посмотрите, где все-таки лучше продается, потому что есть eBay, есть Etsy, есть разные социальные сети, Facebook, Instagram, везде можно продавать. Просто надо начать с чего? А с чего начать, это должен человек сам решить. Ну, можно начать eBay. Для людей, которые продают как приват, то есть это не бизнес, это просто от себя продают 30 товаров и 2000 евро в год, это по Германии, в других странах не знаю. Можете выставлять объявления, все очень доступно, понятно, регистрация тоже все очень просто, язык можно выбрать любой. Объявления бесплатно выставляются с вас, никаких сборов не взимают, то есть очень все просто. Продали, отослали свой товар, получили деньги. Но надо смотреть, что там можно продавать, а что будет лежать годами, никто не купит. Второй, это, наверное, для более таких профессионалов, я так думаю, потому что вторая платформа это англоязычная Etsy, и там больше конкурентов, потому что больше аудитории и много людей, которые там торгуют, они также производят свои товары у себя где-то на производстве, начиная от украшений, заканчивая холстами, скажем так, и это все продается на Etsy. Но Etsy берет налоги, вернее сборы. При выставлении объявления берут там в районе 20 центов за объявление. Объявление находится на платформе 4 месяца. После 4 месяцев вы можете еще раз обновить, заплатив при этом 18 центов, или сделать автоматическое обновление, и где с вас будут снимать автоматически 18 центов. Также при продаже снимают они 6,5% с продажи, то есть вот вы получили сумму, и 6,5% вы должны отдать как сборы. И еще снимают 4% за обработки данных доставки. То есть доставка стоит отдельно денег, вы это указываете, или можете написать, что это все входит в стоимость товара. Ну, по-любому, это стоит тоже какие-то проценты. Плюсы есть, большая аудитория, весь мир, минусы, большая конкуренция и есть сборы. Если вы все-таки решили начать продавать свои изделия, вязание, по дереву какие-то подделки, из любые другие ваши продукты, которые вы делаете сами, то можете начать с простых, скажем так, социальных сетей. Это самый простой способ, когда вы можете просто в ТикТоке сделать коротенькое видео и сделать хэштег, несколько хэштегов, чтобы это видео, кому будет интересно, попалось на глаза, и написать, допустим, продаю, да, там, сделано вручную и размеры. Также в ТикТоке сейчас появилась платформа, где можно торговать, и уже мне приходит реклама, что со мной хотят работать
многие продавцы, грубо говоря, чтобы я рекламировал товар, и мне платили за это с продажи там какой-то процент. Но мне пока это не интересно, потому что какой из меня рекламщик, да? Я пока этим не занимаюсь. То есть TikTok это тоже как вариант. Facebook, я тоже недавно перешел на Facebook, сделал там аккаунт, выставил объявление, потому что на Facebook есть тоже платформа, где можно продавать разные товары. Правда, Facebook не несет ответственность за эту платформу, потому что там много сейчас мошенников. Буквально мне писали на днях, хотят купить 6 стульев, пересылка на юг Германии. И мне предлагали, чтобы человек, который хочет купить, оформил сам всю пересылку, но ему нужны были мои данные. Он просил, чтобы я ему написал свои данные. Конечно, я не стал писать, я проверил в интернете, что действительно мошенники пользуются таким способом. Они хотят у продавца заполучить данные, адрес и тому подобное. То есть надо смотреть. Хотя на Фейсбуке тоже продают. Я вот у себя в городе выставил товар, и человек у меня купил. Он буквально живет в другом районе. Просто попросил, могу ли я привезти и этот товар ему. Я без проблем согласился, привез. Он мне за мой товар наличку отдал. То есть все. И я могу это объявление просто удалить. Facebook спрашивает, вы его продали, этот товар, или не хотите отвечать. То есть можно просто нажать, что вы не хотите отвечать, удалили, и никто не узнает. Да? Продали. То есть как приватное лицо другому приватному лицу. Без налогов, без отслеживания, да, то есть там без PayPal, без карты. Такие тоже варианты есть. Так что вариантов много, просто надо определиться, попробовать. Лучше попробовать, чем не пробовать и потом жалеть, да, что не попробовал. Если у вас есть какой-то талант, вы можете хорошо рисовать, вы можете хорошо из дерева что-то вырезать, этим можно пользоваться и немножко зарабатывать на этом деньги. Деньги — это просто средство достижения цели. Чтобы что-то купить, надо что-то ненужное продать. Это я так всегда думаю, не знаю, как для вас, но вот смотрите. Я же тоже вот пошел на барахолку и начинал покупать маленькие предметы там за 5-10 евро, да, и их где-то реставрировал, где-то выставлял, где-то продавал и получал хорошие суммы, и уже я теперь могу покупать более дорогие столы, стулья для реставрации, чтобы еще дороже продать. Теперь я могу себе позволить даже куда-то поехать с ночевкой на выходные в другие города, на другие барахолки. Как вам моя покупка? Сегодня были мы на барахолке в городе Ганновер. Прошлись хорошо так. И при выходе там есть чебуречная. Взяли чебурек горячий и шашлычок с лучком и хлебушком. Сейчас кушаем и едем дальше. Так что было интересно. Подписывайтесь. Канал Рабочие будни в Германии. Сделаю обзор на эту барахолку. Сейчас мы кушаем и едем дальше. Такой небольшой городишко. Красивая рыночная площадь. Заехал я взять кофе, потому что нам еще ехать минут 45 до конечной остановки. Конечная остановка — это Северный Рим. Но я потом вам расскажу, почему и как. Давайте, так что смотрим, не переключаемся. Посмотри другие барахолки, потому что интерес есть у меня. Посмотреть, как на юге Германии продают, как на западе Германии продают. В любых регионах барахолка, она отличается. И мне это интересно. Вот я хочу поехать, посмотреть, что-то купить. И мне нужны на это деньги. Тот же отель. То есть это просто
деньги, средства, чтобы я мог заниматься своим хобби дальше. То есть я поеду, отдохну в отеле, посмотрю красивые места, схожу на барахолку, что-то интересное куплю. Вот цель моя, провести хорошо время. Тем более я еду не один, со своей любимой супругой, мы вдвоем. Она специалист. Она не специалист, я немножко не так выразился. Она, как и я, любитель старых предметов и искусства. Но у ней получается лучше, чем у меня. Она любит рисовать. У меня все дети, они рисуют. Вот видно, что по наследству все-таки передается. У меня мой прадед хорошо рисовал, он портреты рисовал, тоже самоучка. Мой отец хорошо срисовывает, я рисую, но у меня такой стиль, знаете, такой специфический. То есть, а вот дети у меня хорошо рисуют. Старшая дочь даже вот картины рисует. И я как-нибудь вам даже вот сейчас вам покажу. Вот сверху вы видите вот эти картины, это моя дочь нарисовала. Я не хвастаюсь, просто говорю. Так вот, сейчас я еду за мольбертом для моей супруги. И я ее беру с собой, она смотрит живопись, посуду, я смотрю по своим интересам предметы. Как бы нам это нравится, понимаете? Что нравится мне больше всего, это ходить, смотреть, что-то новое узнавать, потому что я многих вещей не знаю. Я не профессионал, я никакой не антиквар. Я также хожу, смотрю, изучаю, потому что я, если что-то не знаю, я прихожу домой и изучаю в интернете, и нахожу информацию, и я уже в следующий раз мимо этого предмета не пройду, а просто знаю, что этот предмет принадлежит такой-то эпохе, и я его могу купить. Да, надо учиться, но в этом и есть, скажем так, изюминка, что каждый раз что-то новое находишь. Я вам расскажу пример. Я учусь на своих ошибках, то есть я дилетант еще тот, могу неправильно назвать металл, потому что медь, серебро, латунь, да, их можно по цвету определить, но бывают такие окисления, что только при хорошем рассмотрении, да, можно точно определить. Суть не в этом. Я был на барахолке недавно и, выходя, увидел картонную коробку, и в ней лежала посуда металлическая. Я сначала подумал, что это серебряное напыление, потому что, как бы так, знаете, напыление, оно местами слазит, и металл оголяется. Это я предположил, потому что я дилетант. Посмотрел чайничек в руке, повертел и нашел снизу печать. Я такую печать не видел, потому что, я говорю, я такую посуду еще не встречал. Я ее сфотографировал, думаю, дома разберу. Домой пришел, вспомнил как-то вечером, что у меня есть фотографии, надо разобрать, посмотреть. Ага, на фотографии ромб, и на краях, или, скажем, сверху, снизу, слева, справа есть буквы. Кто знает, тот уже догадался, что это было. Ребята, это была английская серебряная посуда. И этот ромб с буквами, где буквы обозначали год изготовления, месяц и день изготовления. И у меня в руках была английская серебряная посуда 1766 года. А я положил обратно. Но я уже теперь знаю, что этот ромб обозначает. Я полностью проштудировал по буквам, по разным печатям. Кроме ромба еще были разные печати ставили на английской серебряной посуде. Так что теперь, как говорится, знание — это сила. Теперь я знаю, что это такое. И я не стыжусь, потому что я до этого не встречал такие печати. И вот когда я встретил, я уже узнал, что это такое. Конечно, жалко, да. Посуда действительно очень старая, красивая. И такие находки, они бывают очень редкие. И я вот сколько хожу, я первый раз такую посуду увидел. Видно, не часто она попадается. Так что мой посыл вам, ребята, девчата: если у вас есть цель, желание, то пробуйте. За ваши пробы, скажем так,
хуже не будет. Надо попробовать. Получится, значит хорошо. Не получится, ну вы попробовали хотя бы. Вот. Такой вот у меня посыл к вам. Занимаюсь я также еще до сих пор реставрацией мебели. Столы, лавки. Но уже поменьше делаю, как время появляется, потому что сейчас много антиквара у меня, занимаюсь. Тоже надо будет восстанавливать где-то. Есть картины, которые надо будет. Вот сейчас я мольберт выписал, поеду заберу. Сегодня еще придет жидкость. Нужна жидкость для... Специальная жидкость для вот, ну не снятия лака, скажем так, а чистка старых картин. Это специальная жидкость для масла и специальная жидкость отдельно, опять же, для акрила. То есть вот надо эти жидкости иметь. Вот я сейчас выписал, должны сегодня принести. И работа закипит, ребятушки. Я вам, конечно, потом покажу, как это все будет происходить. Но это не сразу, потому что на это надо будет время. А работы много. Так что давайте подписывайтесь и смотрите видео. Будут выходить регулярно. С вами был Андрей. Всем пока.